Была Тартария государством или всего лишь территорией? Если Тартария была государством, то у нее должны быть свои деньги. Ранее я уже проводил исследования по этой теме, где показал, что, судя по всему, тонны этих золотых и серебряных монет были вывезены из Азии и Сибири и переплавлены Российской империей. Но по этой теме появилась новая информация, поэтому я хочу сделать дополнение. Первое, с чего я бы хотел начать. Когда человек начинает интересоваться темой старинных монет, то он узнает, что существует множество монет Золотой Орды. В 19 веке все историки называли монголо-татар дикими кочевниками. Монеты бывают медные, золотые и серебряные. Здесь может возникнуть вопрос: как же кочевники эти монеты производили? Современная официальная наука утверждает, что Золотая Орда была государством. То есть по сути говорится о том, что Золотая Орда не была только полчищем кочевников. Для государства логично производить монеты. Но здесь я бы хотел задать вопрос, который часто задают к исследователям Тартарии. Вопрос следующий. Если Золотая Орда была государством, то где флаги и гербы этого государства? Герба Золотой Орды никто не видел, но флаг нам показали. Это не флаг, найденный на каком-то поле битвы. Это современная реконструкция. Но откуда это изображение было взято? Оказывается, этот флаг был взят с каталонского атласа от 1375 года. Вот фрагмент этой карты. Города с этим флагом мы действительно видим, но находим такие надписи, как Алания, Аумания. Надписи «Золотая Орда» здесь нет. Зато есть надпись «Россия». И это противоречит исторической карте официальной истории. В этот год, согласно официальной истории, существует Золотая Орда, Белая Орда, Новгородское царство. Но Россия не отображена, так как не существовала как самостоятельное государство. Кстати, на этой же карте нарисованы города с флагом змееподобного существа красного цвета с крыльями. Отдельно находятся флаги с 3 полумесяцами и правитель Катая. В своих роликах я неоднократно показывал, что государство Катай находилось в Сибири. И есть не то же самое, что Китай, которое подписывали как Чина. Также здесь за горами находится государство Гога и Магога с флагом с изображением насекомого. Я вынужден еще раз показать официальную историческую карту на этот год. Как мы видим, большая часть Сибири не содержит государственных образований. И уж ни про какое государство Гога и Магога официальная история не упоминает. Так почему же из этой карты взяли флаг Золотой Орды, если сама по себе карта противоречит официальной истории? То есть, согласно официальной истории, эту карту нужно поместить в недостоверные источники. Но если в изображении флага Золотой Орды сомнений нет, то, возможно, официальную историю следует признать недостоверной. А эти фотографии прислал мой друг. Это серебряная монета, которую он нашел в Тюменской области. Эксперт признал, что это монета Золотой Орды. То есть получается, что если находят монеты с арабской вязью не только на Волге, но и в Центральной России или в Сибири, то они автоматически признаются монетами Золотой Орды. Более того, на этих монетах изображений подобного на флаге каталонского атласа нет. Александр Дмитриевич Чертков. Российский ученый-историк, археолог, нумизмат и книжный-коллекционер. В 1834 году написал книгу «Описание древних русских монет». В предисловии книги написал: князь Щербатов в 1780 году делил древние русские монеты на А. На незнаемые без надписи, Б. На незнаемые с татарской надписью, С. На незнаемые с татарской и русской надписями, Д. На незнаемые с одной русской, Е. На незнаемые. Другой историограф в 1819 году сказывал о таком разделении: одни с изображениями разных зверей без надписи, другие с татарской надписью, третьи с русской и татарской надписью, четвертую с одной русской. Сии системы господствуют до настоящего времени. Затруднения, встречавшие наших нумизматов, уже ли действительно непреодолимы? Нет ли для русских монет иных разделов, кроме 4 незнаемых? Должно признаться, что древнейшие из них могут быть объяснены только ориенталистами. Деятельный ученый уже трудится над ними, и нам остается ожидать с терпением его исследований. Конец цитаты. На странице 59 есть следующая общая характеристика монет. Б. Арабские. На монетах Иоанна Грозного при русской надписи видим и арабскую, означающую его имя, Ибан. Такие двуязычные деньги, без сомнения, делают для подданных его татар. Конец цитаты. А зачем писать на арабском для подданных? Какой в этом смысл? И главное, почему на арабском, а не на татарском? Кстати, интересно, что здесь Александр Дмитриевич имя Ивана Грозного пишет Ибан с твердым знаком, а не Иван, хотя тут же упоминает имя Иоанн.
Дело в том, что в арабском языке Ибн означает сын. То есть надпись Ибн Васильевич можно перевести как сын Васильевича. Страница 61. Таблица 6, фигура 8. На одной стороне всадник в шапке с копьем, скачущий направо, и голова его обращена назад. Вокруг князь, великий Иван Васильев. На другой арабская надпись и вокруг «Аспадарь всея России». Примечание: «Аспадарь» означает «государь». Примечание Черткова. Сия монета должна быть Иоанна Грозного. На ней всадник копейный. Для чего надпись восточная? Быть может, для татар, его подданных? На норманно-сицилийских монетах видим на одной стороне «рекс», на другой по-арабски. В Сицилии, как и в России, находилось много магометян. Конец цитаты. Версия про большое количество мусульман в Сицилии в 16 веке, конечно, интересная, и я думаю, многих позабавит. Но здесь я хочу озвучить другую версию. О том, что эта часть Европы была захвачена царством Тартария. Об этом я уже находил упоминания в письменных источниках. И поэтому сицилийцам и москвичам было навязано выпускать монеты с арабскими надписями. А может быть, эти монеты выпускали для них. На странице 86 есть следующие надписи. Таблица 9, фигура 9. На одной стороне зверь двуногий, направо с крыльями и задней частью в виде хвоста загнутый. На другой звезда шестиугольная с точками. Вокруг великого Михаила. Примечание: зверь двуногий, гарпия, баснословные животные, сирены, грифоны, змеи крылатые, нередки на деньгах московских. Увидим драконов, кентавров и прочее. С чего снимали все это наши денежники? Изображений таких животных мы видим не только в таблице 9, но и в таблице 10, в фигурах 5, 7, и о них есть упоминание на странице 88. И действительно, хороший вопрос задает Александр Дмитриевич. С чего вдруг изображали змеев на московских монетах? В русской традиции их называли василисками. У современных татар этот змей называется зеланд. В европейской традиции они называются грифонами. Следует также отметить, что дракончиков изображали на монетах не только с русскими надписями, но и с русскими надписями на одной и с арабскими надписями на другой стороне. Вот пример таких монет. Кстати, что интересно, Чертков в своих исследованиях, помимо русских летописей, ссылается на иностранных путешественников в Московию, Зигмунда Форгербернштейна и Адама Алярия. Мне часто в комментариях к роликам пишут, почему я изучаю историю России по документам иностранцев. А почему Александр Дмитриевич изучает старинные монеты России, в том числе по свидетельствам иностранцев? Ответ на этот вопрос есть. Чертков был в курсе, что уже на начало 19 века оригиналов летописей не было, а были списки, то есть переписанные копии летописей. А переписать могли с учетом цензуры и политической ситуации на тот момент. И об этом историки 19 века прекрасно знали. Есть здесь также раздел 6, который посвящен монетам неопределенными и с надписями стертыми. Монеты неопределенные великих князей. Таблица 17, фигура 1. На одной стороне птица, обращенная направо с поднятым крылом. Вокруг печать великого князя. На другой арабская легенда. Подобное изображение на фигуре 2. Фигура 3. На одной стороне человек до пояса направо держит в руках меч и секиру. Вокруг печать великого князя. На другой арабская легенда. Та же таблица 17, фигура 4. На одной стороне человек до пояса направо с мечом и секирой. На другой рамочка с украшениями, внутри арабская легенда. Фигура 7. На одной стороне четвероногая крылатая обращено налево, с человеческой головой и руками. Держит меч и кинжал. Над ним 3 точки, вокруг печать князя великого. На другой тамги и украшения. Что означает наличие монет на русском и арабском языках? Здесь я хочу привести упоминание в книге Плана Карпина, которая называется «Собрание путешествий к татарам». Здесь в описании, когда европейские монахи приехали на поклон к великому хану, их попросили написать письмо хану на русском, татарском и арабском языках. Интересно, что в этой книге приведен оригинал на латинском языке. И здесь говорится не о Золотой Орде как о государстве, а о татарском царстве. Хотя на латинском написано «Tartarorum Regna», то есть правильно было бы перевести как «Тартарское царство». Подробный обзор этой книги смотрите в моем ролике «Великая Тартария в русскоязычных источниках». Есть ли указанные монеты в наше время? Да, монеты сохранились, их можно найти не только на аукционах, но и также в музеях. Правда, в музеях монеты обычно просто скиданы в кучу. На них можно посмотреть со стороны, и обычно их плохо видно, но вблизи рассмотреть их не получится. В заключение хочу сказать следующее. Изображение на флаге государств, которое историки договорились называть «Золотая Орда», находится на средневековой карте, которая противоречит официальной версии истории. Двуязычные монеты выпускали как во время периода установления ига, согласно официальной истории, так и во времена Ивана Грозного,
когда Золотая Орда уже распалась и сам Иван Грозный, согласно истории, завоевал татар. И этот факт немало удивлял историков начала 19 века. Существует много двуязычных монет, на которых изображены змееподобные существа, изображения которых мы находим на флагах государства Тартария, которое оказалось непризнанной историками. Да, на монетах нет надписей о том, что эти монеты принадлежат Тартарии. Однако этой же надписи нет на монетах Золотой Орды. Я не могу утверждать, что показанные в этом ролике монеты принадлежали государству Тартарии. Это всего лишь предположение. И здесь я оставляю вам право самим делать вывод. Хочу предупредить, что я не являюсь нумизматом. Однако мнение нумизматов и копателей, думаю, всем было бы интересно почитать в комментариях к этому видео. Голосуйте за, если хотите видеть подобный материал на моем канале. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали.